Здравствуйте, друзья! У нас большой расклад на 2022 год для знака зодиака Водолей. Расклад у нас будет по 12 астрологическим домам. Работать я буду на Таро Акаши. Таро Акаши дает доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Для тех, кто не знает, что такое хроники Акаши, Google вам в помощь. Здесь я не буду вам объяснять. То есть эта колода поможет вам открыть духовные потоки, которые всегда текут между вами и хрониками Акаши. В хроники Акаши имеют доступ наши ангелы-хранители, наши наставники, наша душа и наше высшее Я. И они являются проводником между этой информацией, которая там содержится, и нами. То есть через эту колоду мы можем посмотреть прошлое влияние на ваше настоящее и на ваше будущее. И это поможет вам раскрыть какие-то возможности, решить вопросы с отношениями и какие действия помогут вам двигаться по направлению к вашим целям. Водолей, 2022 год. Я сейчас разложу колоду, а потом мы будем с вами трактовать. Еще эта колода приносит вам руководство от вознесенных владык, ангелов, архангелов, от вашей духовной семьи и от вашего высшего Я. Первый дом. Так, наверное, я сразу открою, да. Только колода большая, я боюсь, что не уместится. Ну, подняла насколько можно. Второй дом. Я буду показывать, если не войдет. Третий дом. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Ну ладно, пусть как они лягут, а потом будем смотреть. Восьмой дом. Так, свечка моя. Так, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, 12 дом. И еще у нас будет ряд из 5 карт. Это как бы жизненная линия, это то, что происходит у вас сейчас. И вот по этим картам вы поймете, резонирует с вами этот расклад или нет. Но также я вам советую смотреть по вашему асценденту. Да, расклад будет объемный, но постараюсь по-быстрому вам рассказать. Да, еще одна карта у нас – это взгляд в будущее. Эта карта покажет, с чем вы войдете в 23 год из 22-го. То есть вот эта карта будет зависеть от того, какие здесь решения или действия вы предпримете. Ее мы откроем в конце расклада. Так, ну, не умещается. Ну, хорошо, буду показывать. Ну, первая карта вот из этой линейки. Это то, что у вас происходит сейчас. Здесь у нас ложится 16-й старший аркан. Карта называется Coach in the Ruins. Это пойманные в руинах. И карта у вас прямая. Мы видим, что стоит какой-то разрушенный острог. И какая-то крепость. Да, дверь закрыта. И сидят 2 человека в темнице. Но мы видим, что крыши-то здесь нет. То есть карта может показывать какую-то темную или сложную ситуацию, и вам кажется, что вы пойманы в ловушку. Это могут быть пустые пагубные отношения, несчастная бесполезная работа, ваши неправильные действия или поведение, а также негативные мысли и убеждения. И все это держит вас какое-то время уже пленником. Конечно, вы это могли принести из прошлой жизни. Но выход есть, как и был всегда.
Но от вас, скорее всего, потребуется определенные действия и решимость. Даже если эти ограничивающие ситуации действия очень сильны, они, скорее всего, навязаны вашими мыслями. Вы сами себя в чем-то обманываете. Вот для этих перемен вам необходимо мужество и сила. То есть вам следует сейчас поменять каждое неправильное убеждение и сдерживающий вас паттерн. Ну а если вы не будете ничего делать, вы сохраните навсегда вашу привязанность вот к этой темной ситуации. Как рушатся замки, отрицательный выбор может продлиться долго. Поэтому не позволяйте руинам вашего прошлого разрушить ваше будущее. Сейчас у вас есть шанс выбраться вот из этой темницы. Вторая карта. Это у нас тройка силы. Карта называется The Bird's Nest. Это птичье гнездо, но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, птичка вывела, то есть свела гнездо, вывела потомство и кормит своих деток. Но когда карта переворачивается, то все выпадают из этого гнезда. Карта может показывать на какое-то разделение, сокращение или реорганизацию. Это может быть расстояние между вами и членами вашей семьи. Также ваши деловые стремления должны быть сокращены или доведены до конца. Или, может быть, друзья далеко от вас. Но карта говорит, не отчаивайтесь, пустое гнездо всегда является символом полета. Карта вам сейчас говорит отпустить все старое, подправить свои планы и выбрать новые направления. Это может быть даже физическое перемещение, переезд, либо для вашего дома, вашего бизнеса, или, может быть, что-то другое. Вам сейчас нужно осознать ваши возможности и быть смелыми в вашем выборе. Да, хотя некоторая часть этого испытания может поначалу ощущаться как потеря, но вот это время сокращения или перемещения может привести вас к большей личной свободе и профессиональной трансформации. Третья карта у нас это восьмерка ключей. Карта называется The Master Artisan, мастер-ремесленник. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим ювелирная мастерская, стоит мастер-наставник и сидят его ученики. И из рук этого мастера в руки ученика сыпятся драгоценные камни. То есть он делится со своими учениками, своими знаниями, опытом, умением. Но когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, что для вас наступает время великого возвращения. То есть вы делились своими дарованиями с миром, и теперь для вас наступает период получения уже для себя. То есть, возможно, вы работали тяжело, усердно, прикладывали очень много усилий, энергии, чтобы внести свой вклад в человечество. И теперь пришло время Вселенной вернуть вам богатство и удовлетворение, которое вы заслуживаете. Теперь они возвращаются в ваши руки. То есть вот эти драгоценные камни теперь сыпятся в ваши руки. Но карта говорит, вы получаете в 10 больше, чем отдали. Третья карта у нас это король ключей. Но карта у нас перевернутая. То есть мы видим, что богатый господин на шикарной лошади возвращается к себе домой, вот в этот шикарный замок, ну и все земли тоже принадлежат ему. То есть этот человек счастлив, спокоен, он едет домой. Карта может показывать предпринимателя с государственной или коммерческой властью, но это человек уверенный в себе, он занимает хорошее положение. Но единственное, что, может быть, он чересчур сосредоточен на своей работе и карьере. Когда эта карта переворачивается, она может говорить, что у вас могут возникнуть некоторые трудности с мужчиной на работе. Для кого-то это может быть потеря работы или отдаление в отношениях для вас или для мужчины, которого вы знаете. То есть успех, к которому вы стремитесь, возможно, сейчас от вас ускользает. Или, может быть, вы предпринимаете огромные усилия без видимой отдачи. Здесь сейчас вам советуют сосредоточиться на понимании, как ваша жизненная цель может дополнять вашу карьеру.
И когда вы это проясните, вы поймете, какие действия вам нужно предпринять. Будь вы мужчина или женщина, король ключей перевернутый может указывать на торговца, который уходит с работы или который сейчас для вас недоступен. И пятая карта — это то, что происходит сейчас. У вас здесь ложится восьмерка роз. Карта называется комьюнити. Комьюнити — это общество, сообщество, группы, организации. Карта прямая. И мы видим комнату, в которой стоит стол и сидят люди разных национальностей. Но они о чем-то беседуют, им интересно. То есть у них какие-то общие интересы, да. И вот здесь по всей комнате разбросаны иконки разных групп, сообществ и обществ. Эта карта в прямом положении может указывать, что для вас пришло время присоединиться или же обратно воссоединиться с обществом единомышленников. В нашей жизни существует очень много объединений, и еще больше, которые мы принесли из прошлых жизней. Ну, в первую очередь, у вас есть семья, друзья, сослуживцы. Но также это хобби, какие-то любимые занятия, это город, где вы живете, а также это страна. То есть, возможно, сейчас в вашей жизни есть люди, с которыми вы разделяете много творческих, культурных или духовных целей. Еще по этой карте она говорит, что новые друзья вот сейчас могут приходить в вашу жизнь. Поэтому будьте открыты для новых общений. В этих новых группах и с этими новыми людьми вы не только найдете помощь, но также можете обрести отношения, развить свои таланты или дисциплины, которые вы принесли из прошлых жизней. У вас сейчас время для счастливого обмена вашими открытиями. Хорошо. Первый дом — это дом вашего «я». Это то, как вы себя видите, ощущаете. Это ваша личность. Еще это дом вашей внешности. Здесь у нас ложится пятерка ключей, но карта перевернутая. Она называется «Желания исполнены». В прямом положении мы видим дом полная чаша. Тут все присутствует: и явство, и вина, и фрукты, корзины с хлебом, ключи, монеты. Ну, сам дом шикарный, и вид из окна потрясающий. Когда эта карта ложится перевернутая, она может указывать, что вы себя будете в 2022 году ощущать, что ваши мечты где-то далеко. Но это не так все безнадежно. Вы должны просто работать, чтобы изменить эти обстоятельства. Ну, а также изменить вашу реакцию на них. Вам советуют не переходить в оборону, оставаться сильными, стойкими в ваших даже самых небольших победах. Это масть ключей. И карта говорит, что самый важный ключ для получения ваших желаний исполненными — это ваша внутренняя сила. Поэтому продолжайте работать над своими мечтами, и тогда они начнут работать для вас. Второй дом — это ваши деньги, это ваша собственность, это благосостояние, материальная составляющая и финансы. Да. Здесь у вас ложится третий старший аркан, это архангел Гавриил. Карта прямая. Архангел Гавриил — это божественный посланник, это ангел общения. На своей груди он носит герб Меркурия, это тоже бог общения. Этот любящий ангел несет святые слова истины в мир и легко приносит их вам. И когда эта карта приходит прямая, она указывает на вашу глубокую связь с этим архангелом. То есть сейчас ваша сила самовыражения будет расти. Вам станет намного легче общаться с другими, выражать свои чувства, а может быть даже работать и зарабатывать над проектами, связанными с коммуникациями, такими как издательство, консультирование, обучение, преподавание, журналистика, маркетинг, телевидение, интернет-блогерство. То есть вот сейчас очень хорошее время в 2022 году вот для этих начинаний. Но не имеет значения, что вы будете делать, помните о силе слов. Призовите архангела Гавриила, он вдохновит вас, и сами позвольте громко заявить о себе.
Третий дом – это семейные отношения, братья, сестры, это коммуникации, это короткие путешествия, поездки и еще дом общения. Здесь у вас ложится, так, сейчас я подцеплю, единица ключей, карта называется D-архитектор, D-архитектор, да, архитектор. Карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим оживленная стройка, стоит архитектор и его помощник. Здесь на столе очень много чертежей, схем. То есть вот этот архитектор – это хозяин всего, что здесь происходит. Хозяин или руководитель. Когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать, что ваши планы могут измениться или даже провалиться. Это могут быть вещи, которые, как вам кажется, вы не контролируете. Или, может быть, вы потеряли веру в свои собственные способности и авторитет. Даже если очень большая задача перед вами будет стоять, не сдавайтесь. Для вас пришло время пробудиться в вашей силе, мощи, но для этого вам нужно составить план. Если какой-то проект у вас сейчас находится в состоянии краха, начните новый. Ну или, по крайней мере, рассмотрите некоторые действия, которые вы можете предпринять, чтобы восстановить вашу силу и начать все заново. Вот, может быть, этот проект у вас связан с коммуникациями. Еще здесь могли быть планы по строительству или ремонту дома, или, может быть, рабочего места. Но тут вам карты говорят, откажитесь от каких-то планов, которые вы не смогли реализовать, и составьте новый план. Четвертый дом – это наш дом, это дом нашей мамы, это вопросы с недвижимостью, это наша семья, отношения с родителями. И здесь у вас ложится карта Муза. Это старший аркан, она у нас прямая. Карта показывает большое время для вашей находчивости и изобретательности. Любые творческие проекты, новые или старые, будут очень успешны. А также они могут получить необыкновенную энергию как от вас, так и от Вселенной. То есть вы здесь можете добиться очень больших результатов. Призовите вот этих духовных муз и позвольте им присоединиться к вам, чтобы поднять ваш проект до небес. Ну, проект может быть связан с работой из дома, какие-то коммуникации, или же это проекты, связанные с вашим домом. Может быть, вот у кого-то здесь планы со строительством, ремонтом или какой-то реконструкцией. Пятый дом – это дом творчества, хобби, это романтические отношения, влюбленность. Также это наши дети и то, на что нам в нашем доме нужно обратить внимание. Здесь у вас ложится как раз карта пятерка роз, карта называется The Garden. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что дети играют в саду. Когда эта карта ложится перевернутая, она может указывать, что у одного или более ваших детей, или вообще каких-то детей в вашей жизни могут возникнуть некоторые трудности и сложности. Будет какая-то нелегкая ситуация, и те, кто будут в нее вовлечены, могут обвинять друг друга. И это может занять некоторое время для разбирательств. Да, им могут помочь другие члены семьи или, может быть, профессионал на работе, если проблемы, например, связаны с бизнесом, с работой. Но это может длиться просто очень медленно. Карта говорит, постарайтесь поддержать ваших детей, но не вмешивайтесь слишком сильно. То есть это те вопросы, которые ваши дети должны решить сами. Это их опыт, это их урок. Да, будьте терпеливы, сострадательны. Но лучшие времена для ваших детей обязательно наступят. Но пусть все идет так, как надо. И опять это связано все вот с вашим домом. То ли здесь работа, то ли здесь какие-то домашние вопросы. Как-то все стягивается к вашему четвертому дому. Шестой дом – это ваша работа, это навыки, услуги. Это
оплата вашей работы, дом здоровья. Здесь у вас ложится король свитков, но карта перевернутая. Она может указывать на разъединение с мужчиной, который склонен к чрезмерному анализу и обдумыванию. Это может быть потеря друга, сотрудника или даже любовных отношений. Карта может говорить, что человек образованный, коммуникабельный или преподающий, будь то это вы или какой-то важный для вас человек, может потерять свое положение или испытывать затруднения в понимании. Выпадая в перевернутом положении, карта может ставить вас в известность, чтобы продумать все вещи и получить ясность, необходимую для устранения беспорядка и путаницы. Вот будет отличное время попытаться получить более широкий взгляд на вещи. У вас будет возможность привнести более просвещенный взгляд на любую ситуацию, когда вы сделаете шаг назад и посмотрите на все это по-новому. 7-й дом – это отношения, это партнерство, супружество. Здесь у вас ложится единица силы. Карта называется The Akasha Field. Это поле хроника Акаши, но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что находится поле, да, и идет вот это вот движение энергии, как, ну, здесь как образно, как северное сияние. Когда карта переворачивается, она говорит, что ваша сила и энергия разрознены внутри и вокруг вас. Возможно, вы переживаете какой-то кризис, или же вы испытали некоторые огорчения или враждебность, которые заведут вас в тупик. Ваше волнение и паника расщепляют вашу энергию и вызывают неистовую вибрацию во Вселенной. Но вам нужно знать, что энергия Вселенной всегда для вас доступна. Вот это вечное вдохновение всегда вибрирует вокруг вас. Но пока вы не успокоитесь и не обуздаете вот эту свою эмоциональную напряженность, вы будете как радиостанции, настроенные на неправильную частоту. Потому что поле Акаши и мир наполнены возможными решениями тех самых проблем, которые здесь будут вас так расстраивать и огорчать. Поэтому остановитесь, сделайте шаг назад и попытайтесь по-новому взглянуть на вещи. Это может быть даже целесообразно взглянуть на влияние прошлых жизней, потому что они также вибрируют в поле Акаши. 8-й дом у вас – это 5-й старший аркан Иларион. Это у нас дом чужих денег. Это деньги супруга, супруги, налоги, трансформация. Здесь у вас ложится Иларион, но карта перевернутая. Иларион является могущественным и вознесенным владыкой, и он связан с источником информации, который хранят хроники Акаши. Это мастер исследований, науки, истины, исцеления, логического ума, конкретных знаний и общения с духами. Когда карта ложится перевернутая, она может давать вам сигнал, что вы потеряли свою силу, или же вы могли стать совершенно нелогичными по поводу проблемы вашей жизни. Вы можете почувствовать смущение, потому что обманываете себя по поводу кого-то или чего-то. Еще эта перевернутая карта может говорить, что есть для вас важная информация, которая может быть для вас пока неизвестна. Не важно, что будет вас беспокоить. Для вас пришло время вернуть ваш взгляд в фокус логики. Обратитесь к Илариону за помощью. Пусть этот мастер знаний и истины поможет вам быть более честным с самим собой. И когда вы увидите себя и свою жизнь правдиво, вся путаница и беспорядок рассеются. 9-й дом – это высшее образование, это дом веры, религия, это дальние путешествия, иммиграция, поездки. Но это далеко. Юридические вопросы. И здесь у вас ложится 19-й старший аркан. Карта называется Reflection. Reflection – это отражение. Она у вас прямая. Мы видим, что корабль плывет по водной глади.
Здесь свет от фонаря отражается в воде, но здесь еще полная луна, которая тоже отражается в воде. То есть в прямом положении карта показывает на физическом уровне, это может быть путешествие, в частности по воде или над водой. Но так как это старший аркан, на более важном уровне, карта может указывать, что сейчас у вас есть прямая связь с вашими духовными способностями. Также, может быть, вы лучше понимаете свои эмоции и больше размышляете о них. То есть вы осознаете разницу между интуитивным голосом, который является спокойным и уверенным, и вашими низкими эмоциями, которые являются навязчивыми и иногда основаны на страхе. Позвольте себе сейчас обрести еще большую ясность и контроль над своими эмоциями. То есть для вас пришло время заняться медитациями, духовным развитием, консультированием, исцелением и другими психологическими или духовными практиками, если вы к этому имеете интерес. Потому что сейчас ваша восприимчивость высока. Поэтому доверяйте своему внутреннему голосу, и тогда вы будете направлены к величию. 10-й дом, у нас это дом карьеры, это дом отца, отношения с отцом, это репутация, это социальный статус, власть. Здесь у вас ложится 4 ключей. Ключи как раз отвечают за карьеру, за бизнес, за достижения, за собственность. Да. И карта называется Clearing the Way, это расчищенный путь. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что люди, мужчина и женщина в шикарной карете ехали к себе вот в этот дом, который виднеется вдали. И на их пути выросло препятствие в виде упавшего дерева. Да, у мужчины есть топор, но когда он сможет убрать это препятствие с пути? Когда эта карта переворачивается, то вот это бревно с вашего пути падает. Карта говорит, что путь расчищен. То есть препятствие, которое, как вы думали, будет устрашающим, на самом деле легко и быстро будет устранено. Также некоторые посторонние события или люди могут помочь вам облегчить эту ситуацию и открыть путь. Но в любом случае, карта говорит, вы скоро будете свободны предпринять те шаги, которые вы когда-либо считали заблокированными. 11-й дом – это общение, коммуникации, это друзья, это социальные группы, связи, дружеские отношения. Также дом надежды, желания, способность к самореализации. Это дом астрологии, это дом мечты. Но еще это направление движения. Здесь у вас ложится 3 роз. Карта называется Loving Elementals. Это любящие ангелы. Мы видим, что она прямая, да, мы видим, что малыш сидит на траве, а вокруг него вьются вот эти вот феечки или элементали, да, это духи 4 стихий. Это духи воздуха, земли, огня и воды. И вот эти феи и водные эльфы, которые резвятся в воздухе вокруг малыша, наполняют воздух радостью и счастьем. Хотя многие люди не верят в ангелов, но духи природы всех видов существуют. И они обладают большей силой, чем мы даже можем себе представить. Они живут в элементах земли, в воздухе, в ветре, в огне. И они готовы поделиться с нами руководством, благополучием и вдохновением хроник Акаши, которые также живут в мире природы. Эта карта говорит вам, что радость в вашей жизни скоро будет расти. Но и она также призывает вас вспомнить, как это веселиться. Принесите больше игривости и шаловливости в вашу каждодневную жизнь. Позвольте себе петь, много смеяться. Призовите этих маленьких ангелов вдохновить вас. Они любят веселье и любят поднимать нам настроение, и они могут значительно увеличить радость в вашей жизни. 12-й дом – это дом изоляции, это дом интуиции, наших страхов. Это что-то неизвестное, какие-то секреты, закрытые учреждения, но еще это дом бессознательного и дом кармы.
Здесь у вас ложится, да, еще это дом духовности. И здесь у вас ложится карта, 13-й старший аркан, называется Будда готовится. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что Будда сидит, медитирует, вокруг него его единомышленники, но он не действует. То есть это подготовка. А вот когда уже карта переворачивается, она говорит вам, что период ожидания и планирования у вас закончился. Для вас пришло время действовать. Не сдерживайте себя, убирайте нерешительность, медлительность. Вот благодаря своей внутренней подготовке и работе вы можете обнаружить, что способны сейчас влиять на других, даже не зная, как это происходит. Так что двигайтесь вперед с уверенностью и мужеством. Больше не время ждать. Мир готов, и вы готовы. Ну и давайте посмотрим карту, которая показывает переход в 23-й год. Она открывает завесу в будущее. Что вас будет ожидать в 23-м году? И у вас ложится 6-й старший аркан. Это божественный врач. В прямом положении мы видим, что стоит божественный врач. Из его руки идет энергия и направляется вот к этой женщине. То есть этот человек не только исцеляет ее, но также наделяет ее даром исцеления. И она может этим даром делиться с другими людьми. Когда эта карта ложится перевернутая, в первую очередь она говорит, что вы мало уделяете внимания и заботе о себе. Или же, если вы были на пути открытия своих исцеляющих способностей, возможно, вы на какое-то время отвлеклись. Вот сейчас вам нужно вернуть заботу, уважение к себе и воссоединиться со своими способностями, то есть восстановить свою силу ума, идей, эмоций, ведь они также являются частью вашего дара исцелять себя и других. Вот такой у нас с вами получился прогноз для водолеев. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.